Вторая мировая война стала ареной не только масштабных сражений, но и научных экспериментов, которые порой выходили за рамки привычного понимания оружия. Одной из самых необычных и малоизвестных разработок стало супероружие на основе звука. Эта концепция, хоть и звучит как элемент научной фантастики, на самом деле имела свои корни в исследованиях, проведенных военными учеными. Уже в начале войны исследователи начали экспериментировать с ультразвуком. В то время как многие фокусировались на традиционных методах вооружения, группа ученых в Соединенных Штатах, вдохновленная теориями о звуковых волнах, начала разрабатывать технологии, которые могли бы использовать звук как средство воздействия на противника. Одним из первых проектов стал суперзвуковой оружейный аппарат, предполагающий использование мощных звуковых волн для дезориентации и подавления вражеских сил. В качестве испытательного полигона использовался военный корабль. И исследователи установили на борту специальные генераторы, создающие звуковые волны определенной частоты. При активации устройства звуки были настолько мощными, что могли вызвать временную потерю слуха у команды и даже приводили к дезориентации. Эффект оказывался особенно сильным на близком расстоянии, что делало эту технологию перспективной для применения во время морских боев. Однако, несмотря на всеобъемлющий интерес, проект столкнулся с серьезными проблемами. Проблема заключалась не только в необходимости создания эффективных генераторов, способных управлять звуковыми волнами с высокой энергетической мощностью, но и в том, чтобы гарантировать безопасность использования такой технологии. Исследователи понимали, что неправильное применение может привести к непредсказуемым последствиям как для собственных солдат, так и для гражданского населения. Тем не менее, звуковое оружие не оставалось единственной тайной разработкой. В Германии, например, проводили свои эксперименты с подводными лодками. В условиях глубоководных сражений, когда прямой атаки было недостаточно, подводные чудовища получали новые характеристики. Используя звуковые волны для обнаружения противника, они становились невидимыми и опасными. Секретные проекты нередко включали в себя применение акустических систем, которые могли бы обнаруживать вражеские суда на значительных расстояниях. Так, звуковая технология, хоть и не достигла массового применения в военных действиях, открыла новые горизонты для исследований в области военной науки. За этими разработками последовали другие тайные проекты, которые открывали глаза на возможности, о которых никто даже не догадывался. Важнейшие аспекты этих технологий привели к созданию новых систем, которые использовали не только звук, но и другие незаслуженно забытые элементы. Как только одна дверь закрывалась, открывались другие, полные неожиданных открытий и изобретений. В это время подводные лодки становились настоящими чудовищами, способными изменять ход войны. Германия была в авангарде разработки новых субмарин, которые сочетали в себе мощность, скорость и незаметность. Особое внимание уделялось созданию субмарин, которые могли бы действовать как призраки в водах, не оставляя следов. Одним из таких проектов была подводная лодка типа «Торпедо», оснащенная новейшими системами маскировки. Эти субмарины были экспериментальными, и их конструкции включали в себя различные материалы, которые поглощали звуковые волны, что позволяло им уходить от обнаружения. Это был не просто шаг вперед в подводной войне, а настоящая революция. Для этой цели использовались специальные композитные материалы, которые значительно снижали звук, выдаваемый подводной лодкой, и маскировали ее до такой степени, что противник почти не мог ее засечь. Эксперименты с подводными лодками не ограничивались только звуковыми технологиями. Например, в Соединенных Штатах велись работы над черными проектами, где разрабатывались уникальные модели субмарин, способные нырять на беспрецедентные глубины. Одним из таких проектов была лодка «Голубой дельфин», которая могла погружаться на глубину более чем 300 футов. Эти подводные чудовища были специально спроектированы для проведения операций в тылу врага, где традиционные военные силы не могли действовать. Важным аспектом разработки подводных лодок было использование новейших навигационных систем, основанных на технологии локации. Ученые внедрили в субмарины системы, которые использовали сочетание акустических и магнитных датчиков для обнаружения вражеских кораблей. Это позволяло им оставаться незамеченными, пока они приближались к своей цели, что делало их смертоносными ударами с глубин. Но не все эксперименты были успешными. В ходе испытаний многие из этих подводных лодок сталкивались с различными проблемами. Некоторые из них страдали от утечек, другие не могли справиться с давлением на больших глубинах. Тем не менее, работа над этими проектами не останавливалась, так как военные понимали, что успешная подводная война может изменить ход сражений. К концу войны подводные лодки стали неотъемлемой частью флотов, и их влияние на военные действия было колоссальным. Они могли наносить удары по торговым маршрутам противника, дезорганизовывать его снабжение и создавать хаос. Секретные разработки продолжали удивлять, ведь каждая новая подводная лодка предлагала новые возможности и скрытые угрозы. Эти подводные чудовища не только служили военной мощью, но и стали символами инновационных подходов к ведению войны. Как только их секреты начали раскрывать, мир начал осознавать, что подводная борьба станет важнейшим элементом будущих конфликтов.
И хотя эти разработки оставили много вопросов, они также проложили путь к новым, более опасным проектам, которые все еще скрывались в тени. Вскоре наступило время, когда технологии, казавшиеся фантастикой, начали выходить на новый уровень, предоставляя возможности, о которых никто даже не мечтал. Лазерные технологии, как ни странно, начали развиваться еще до Второй мировой войны, но именно в этот период они получили необычайный импульс. Исследования, проводимые учеными, вдохновили военные силы на изучение новых возможностей, которые потенциально могли бы изменить подход к ведению войны. Одна из самых загадочных инициатив заключалась в создании лазерных систем, на которые тогда никто не обращал внимания. Первые эксперименты проводились в Соединенных Штатах, где группа ученых начала работы над генерацией света с помощью мощных оптических систем. Основное внимание уделялось зондированию пространства и разработке устройств, способных выводить мощный световой поток, который мог бы использоваться для различных военных целей. Лазеры были задуманы как средство связи и навигации, но вскоре идеи начали развиваться в сторону создания возможного оружия. В то время как на фронтах шли настоящие сражения, за кулисами велись работы над созданием лазерного устройства, способного поражать цели на значительных расстояниях. Первые прототипы использовали различные комбинации газов и зеркал, чтобы создать сфокусированный световой поток. Этот потенциал вызывал удивление, и уже в начале 40-х годов появились идеи о том, как можно использовать лазеры для разрушительных целей. Однако на пути к созданию эффективного лазера встали значительные преграды. Технологии, необходимые для производства мощных лазерных систем, находились на начальных стадиях разработки. Тем не менее, ученые не останавливались и продолжали искать новые способы улучшения своих технологий. Их работа привела к созданию более совершенных оптических конструкций, которые могли бы создать мощный и сфокусированный световой луч, способный наносить ущерб. Не менее интересные разработки шли и в других странах. В Германии, например, проводились эксперименты с лазерными технологиями, которые также имели целью создания нового вида оружия. Исследования охватывали как теорию, так и практику, что позволяло получать первые результаты. В некоторых случаях лазеры использовались для сигнальных целей, а в других — для изучения возможностей их применения в качестве вооружения. Среди ученых существовали разногласия относительно потенциальных применений лазеров. Одни верили, что это оружие будущего, способное изменить ход сражений. Другие же относились к этому скептически, полагая, что технологии находятся еще на слишком ранней стадии. Но даже несмотря на это, работы шли полным ходом. Были проведены испытания, в которых лазеры использовались для разрушения небольших объектов, чтобы продемонстрировать их разрушительную силу. С течением времени военные структуры начали понимать, что лазеры могут иметь огромное значение не только для атаки, но и для обороны. Системы, использующие лазерные технологии, могли бы обнаруживать и нейтрализовать угрозы с воздуха, такие как вражеские самолеты или ракеты. Это открывало новые горизонты для защиты военных объектов и формирования новых стратегий ведения боя. К концу Второй мировой войны технологии лазеров начали выходить на первый план в военных разработках, предвосхищая будущее, в котором они станут неотъемлемой частью военной техники. И хотя первые шаги были сделаны в рамках секретных проектов, результаты этих исследований вскоре приведут к созданию новых систем, которые будут изменять представление о том, каким должно быть современное оружие. Это было лишь начало, и впереди открывались новые неизведанные горизонты, полные возможностей и ожиданий. В это время на фоне масштабных сражений ученые начали исследовать возможности биологического оружия. Это направление стало одним из самых спорных и загадочных в военной науке. Появление новых вирусов и бактериальных инфекций вызывало настоящую революцию в представлениях о ведении войны. В Соединенных Штатах, Японии и Германии проводились эксперименты, которые могли бы изменить представление о традиционных методах ведения боевых действий. Одним из самых известных проектов стало изучение возможностей использования сибирской язвы как биологического оружия. Исследования начались в 30-х годах, и к началу войны они вышли на новый уровень. Военные ученые стремились создать супербактерию, которая могла бы эффективно поражать противника, вызывая эпидемии в тылу врага. Вскоре возникли идеи о том, как можно распространить вирусы через источники воды или продукты питания, что сделало бы его применение особенно коварным. Тем временем в Японии началась реализация программы «Секретный проект-1», целью которой было создание и применение биологического оружия в широких масштабах. Японские ученые проводили жестокие эксперименты на людях, проверяя, как различные штаммы бактерий влияли на здоровье. В результате этих экспериментов были разработаны смертоносные вирусы, которые могли бы поразить целые города. Одна из наибольших жертв этой программы — город Джунцзинь, где были проведены испытания на мирном населении. Эксперименты с вирусами и бактериями не ограничивались лишь одной страной. В Германии также велись работы по созданию эффективных штаммов, которые могли бы быть использованы на фронте. В рамках проекта «Тайная лаборатория» ученые исследовали различные болезни, чтобы создать идеальный штамм, который можно было бы использовать в качестве оружия. Это оружие могло вызвать массовые инфекции и уничтожить целые армии, не оставляя следов.
Тем не менее, несмотря на всеобъемлющие исследования, биологическое оружие вызывало серьезные этические вопросы. Военные командиры понимали, что применение такого оружия может привести к катастрофическим последствиям не только для противника, но и для собственного населения. Тем не менее, исследования продолжались, и результаты были впечатляющими. В некоторых случаях вирусы могли распространяться с помощью комаров и мух, что делало их применение еще более опасным. К концу Второй мировой войны биологическое оружие стало одним из наиболее обсуждаемых аспектов ведения войны. Его потенциал вызывал как страх, так и восхищение. Военные понимали, что такие разработки могут изменить ход сражений. Хотя они и не были широко использованы, их возможности оставляли след в сознании исследователей и командиров. Именно эта сфера военной науки проложила путь к будущему, полному загадок и потенциальных угроз. Опасные исследования продолжались, и вскоре человечество столкнулось с вопросами, которые требовали ответов. Что произойдет, если эти технологии выйдут из-под контроля? Как это изменит саму суть войны? Эти вопросы оставались без ответов, пока новые разработки открывали новые горизонты для опасных экспериментов. Вскоре на горизонте появлялись другие секретные проекты, которые обещали внезапные и неожиданные повороты в истории военной техники. Секретные проекты, связанные с созданием невидимых самолетов, стали настоящей сенсацией в мире военной техники. В то время как обычные самолеты сражались в небесах, ученые разрабатывали новые технологии, которые могли бы изменить представление о воздушной войне. Разработка невидимости для самолетов началась в Соединенных Штатах и Германии, и обе стороны стремились создать идеальное оружие, которое могло бы обмануть радары противника. Одним из самых известных проектов стал проект «Вулкан», инициированный американскими военными. Главной задачей было создание самолета, который мог бы оставаться незамеченным для радаров. Ученые использовали материалы, поглощающие радиоволны, и экспериментировали с формами, которые уменьшали отражение звуковых волн. Это позволяло создавать самолеты, которые не были видны на экранах радара. Прототипы, созданные в рамках этого проекта, имели необычайно гладкие линии и специальные покрытия, которые маскировали их от обнаружения. В то же время в Германии разрабатывался аналогичный проект, известный как Хейнкель-Один. Немецкие инженеры создавали самолеты с использованием передовых технологий, включая геликоидальные формы и специальные композитные материалы. Эти самолеты имели уникальные конструкции, которые позволяли им избегать обнаружения не только радаром, но и визуально. Испытания проводились в условиях строгой секретности, и успехи в этой области внушали надежду на возможное доминирование в воздухе. Среди множества испытаний были случаи, когда прототипы невидимых самолетов сталкивались с серьезными проблемами. Летчики, участвовавшие в этих испытаниях, сообщали о трудностях с управлением и устойчивостью. Некоторые из них не могли справиться с повышенными нагрузками, что приводило к авариям. Однако эти неудачи не останавливались от дальнейших исследований. Ученые продолжали искать пути оптимизации конструкций и улучшения аэродинамических характеристик. Одним из поворотных моментов в разработке невидимых самолетов стало использование технологии обратного радарного зондирования. Это позволило не только скрывать самолеты, но и получать данные о вражеских системах ПВО. Такие самолеты могли бы накапливать информацию о расположении противника, что значительно увеличивало шансы на успешное выполнение боевых заданий. На поверхности это выглядело как фантастика, но на самом деле это стало шагом к созданию новых стратегий ведения боя. Когда к концу войны технологии невидимых самолетов начали выходить на финишную прямую, обе стороны поняли, что они стоят на пороге новой эры в военной авиации. Самолеты, способные оставаться невидимыми, стали не просто концепцией, а реальностью, которая могла кардинально изменить ход сражений. Разработка таких проектов привела к пониманию того, что будущее войны будет связано не только с количеством вооружений, но и с инновационными решениями и секретными технологиями. Параллельно с работой над невидимыми самолетами развивались и другие секретные проекты, которые обещали еще более впечатляющие открытия. Вскоре внимание исследователей переключилось на другие области, такие как шифрование и кодирование сообщений. Эти разработки были необходимы для защиты информации о новых технологиях, и именно они стали следующей важной вехой в эволюции военных технологий. В условиях Второй мировой войны, когда каждая секунда имела значение, информация стала стратегическим ресурсом. Шифрование и кодирование сообщений приобрели критическую важность, играя решающую роль в ведении боевых действий. Военные силы обеих сторон осознали, что защита информации о своих планах и передвижениях может стать залогом победы. Так появились сенсационные планы, направленные на создание систем, которые могли бы защитить военные секреты. Одним из самых известных методов шифрования стало использование шифровальной машины Enigma, разработанной в Германии. Эта машина использовала сложную систему роторов и проводов, что позволяло создавать огромный массив возможных комбинаций. Успешно пользуясь Enigmой, германское командование могло обмениваться секретной информацией, не опасаясь перехвата. Однако союзники быстро начали осознавать угрозу, исходящую от этой технологии. В Великобритании началась работа по дешифровке сообщений, зашифрованных с помощью Enigmy.
В Блэчли-парке собрали команду талантливых математиков и криптографов, среди которых выделялся Алан Тьюринг. Он разработал метод, который позволил ускорить процесс дешифровки. Создание машины «Бомба» стало настоящим прорывом. Это устройство смогло анализировать и дешифровать сообщения, что дало союзникам значительное преимущество на фронте, позволяя предугадывать планы противника и готовить ответные меры. Кроме «Энигмы» использовались и другие методы шифрования. Например, в Соединенных Штатах была создана система Морзин, которая использовала комбинированные шифры на основе азбуки Морзе и других кодов. Эта система позволила передавать сообщения с высокой степенью защиты, однако она не могла сравниться с более продвинутыми технологиями, такими как Enigma. Кодирование сообщений не ограничивалось только шифровальными машинами. Разрабатывались и более сложные системы, которые использовали механические и электронные устройства для защиты информации. В Соединенных Штатах был запущен проект, известный как Крипто, целью которого было создание системы, способной обеспечивать безопасность военных коммуникаций на всех уровнях. Эта система включала в себя как шифрование, так и методы аутентификации, обеспечивая надежную защиту для секретных данных. Использование шифрования стало неотъемлемой частью операций на фронте. Например, во время высадки в Нормандии в 1944 году союзники использовали зашифрованные сообщения для координации своих действий. Это помогло предотвратить утечки информации и сохранить элемент неожиданности, что стало решающим фактором в успешности операции. На фоне этих событий Германия также продолжала развивать свои шифровальные технологии. Параллельно с Энигмой шли работы над другими системами, которые могли бы сделать коммуникацию еще более защищенной. Тем не менее, союзники, благодаря усилиям криптографов, продолжали находить способы перехвата и расшифровки сообщений, что позволило им не только предугадывать стратегические шаги врага, но и наносить сокрушительные удары. Секретные разработки в области шифрования и кодирования сообщений открыли новые горизонты в ведении войны. Они изменили подход к информации и показали, насколько важно защищать свои военные секреты. Эти технологии стали основой для будущих разработок в области кибербезопасности и шифрования, которые впоследствии нашли применение в мирное время. Как только одна дверь открывалась, другая за ней оставалась в тени, готовая быть раскрытой, предоставляя новые инструменты для ведения боя и защиты. Вскоре внимание исследователей вновь переключится на другие важные аспекты, такие как разработка передовых броневых технологий, которые обещали изменить представление о военной технике. В условиях Второй мировой войны танки стали не просто средством передвижения, а настоящими боевыми машинами, способными изменить ход сражений. Разработка новых броневых технологий позволила создать танки, которые обладали невиданной ранее защитой и огневой мощью. Одним из самых амбициозных проектов стала программа по созданию танка «Тигр», который в Германии был создан как ответ на необходимость обеспечить высокую степень защиты и огневую мощь. Танк «Тигр» был оснащен мощной пушкой калибра 150 мм, способной уничтожать цели на значительном расстоянии. Его броня толщиной до 100 мм делала его практически неуязвимым для большинства противотанковых средств того времени. Однако, несмотря на свою мощь, танк страдал от перегрузки и ненадежности. В условиях масштабных сражений, таких как битва за Сталинград, «Тигр» показал себя как мощный, но не всегда эффективный. Высокая стоимость и сложность в производстве также сказывались на его массовом использовании. Тем временем в Соединенных Штатах был разработан танк «Шерман», который должен был стать основным средством в армии союзников. Этот танк сочетал в себе мощность и мобильность, но его броня была значительно менее защищенной по сравнению с «Тигром». Тем не менее, «Шерман» смогли массово производить, что обеспечивало союзников необходимым количеством бронетехники. В результате, несмотря на свою уязвимость, он стал одним из самых успешных танков войны, благодаря своей простоте в обслуживании и надежности. Разработка новых боевых машин не останавливалась на достигнутом. Военные инженеры начали исследовать возможность создания гибридных танков, которые могли бы объединить в себе лучшие качества существующих моделей. Так появился проект «Танкетка», который был легким и маневренным, но с ограниченной огневой мощью. Эти машины использовались для поддержки пехоты и могли быстро перемещаться по полю боя, что позволяло им быть более мобильными по сравнению с тяжелыми танками. Секретные разработки танков также продвигались в направлении усиленной брони и новых систем защиты. Ученые начали экспериментировать с композитными материалами, которые могли бы улучшить характеристики броневых листов. В некоторых странах разрабатывались системы активной защиты, которые позволяли бы обнаруживать и нейтрализовать противотанковые снаряды до их попадания в броню. В частности, в СССР проводились работы над системой, которая могла бы автоматически определять угрозы и осуществлять ответные действия. К тому времени, когда война подходила к концу, танки стали не только основой сухопутных войск, но и символом военной мощи. Их участие в крупных операциях, таких как высадка в Нормандии, сыграло решающую роль в успехе союзников. Несмотря на различия в конструкции и тактике использования, танки обеих сторон стали неотъемлемой частью стратегии ведения войны.
Технологии, которые развивались в ходе войны, проложили путь для будущих поколений боевых машин. Однажды казавшейся фантастикой, идеи о танках с активной защитой и усовершенствованными системами управления стали реальностью. Однако разработки, которые начинались в условиях войны, продолжали развиваться и в мирное время, подготавливая основу для новых концепций, которые изменят представление о бронетехнике. Как только одна эра танков завершалась, наступило время новых открытий и невероятных технологий, которые только начинали выходить на поверхность, готовясь изменить мир. В последние годы Второй мировой войны ядерные технологии начали выходить на первый план, открывая двери к новому уровню разрушений. Исследования в этой сфере начались в 30-х годах 20 века, когда ученые начали осознавать потенциал расщепления атомного ядра для создания мощного оружия. Обе стороны конфликта, как союзники, так и страны оси, стремились первыми овладеть этой технологией, что сделало ядерные разработки предметом жесткой конкуренции и секретных экспериментов. Одним из ключевых моментов в этой гонке стало открытие ядерной реакции, осуществленное в 1938 году немецкими учеными Отто Ганном и Фрицем Штрасманом. Это открытие стало основой для дальнейших исследований, и вскоре была выдвинута идея о возможности создания атомного оружия. В Соединенных Штатах была инициирована программа «Манхэттен», целью которой было разработать атомную бомбу. В проекте участвовали ведущие ученые, такие как Роберт Оппенгеймер и Энрико Ферми, которые начали работу над сложными экспериментами, связанными с ураном и плутонием. Программа «Манхэттен» включала в себя множество этапов, начиная от добычи урана из природных источников и заканчивая разработкой технологий для его обогащения. В 1942 году в Лос-Аламосе была создана секретная лаборатория, где ученые работали над выполнением задания, которое могло изменить ход войны. В процессе исследований были проведены успешные испытания, которые продемонстрировали возможность достижения цепной реакции, необходимой для создания мощного взрыва. Тем временем в Германии также проводились эксперименты, направленные на создание аналогичного оружия. Однако, несмотря на прогресс, немецкие ученые столкнулись с серьезными проблемами, такими как нехватка ресурсов и отсутствие координации в своих исследованиях. В то время как Соединенные Штаты продвигались вперед, Германия теряла позиции в этой гонке. События стремительно развивались, и в 1945 году Соединенные Штаты успешно провели испытания первой атомной бомбы в пустыне Нью-Мексико. Это событие, известное как Тринити, стало знаковым моментом в истории, продемонстрировав разрушительную мощь ядерного оружия. После успешного испытания Соединенные Штаты бросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. Эти атаки стали катастрофическими, унесшими жизни десятков тысяч людей и ставшими символом новых возможностей, но и новых угроз. Использование ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки не только продемонстрировало его разрушительную силу, но и открывало новые горизонты в военной тактике. Война вскоре закончилась, но последствия этих событий продолжали ощущаться на протяжении десятилетий. Ядерные разработки изменили саму природу конфликта, превратив войны в вопросы глобальной безопасности и стратегического баланса сил. Уроки Второй мировой войны в области ядерных технологий стали основой для будущих конфликтов и международной политики. Ядерное оружие, которое когда-то считалось тайным проектом, теперь стало важной частью военных арсеналов, угрожая миру на протяжении всей холодной войны и далее. Исследования в этой области продолжались, открывая новые возможности и вопросы, которые требовали тщательного анализа и осторожного подхода. Каждое новое открытие в области ядерной физики ставило перед человечеством новые этические и моральные дилеммы. И технологии, которые когда-то казались фантастикой, стали неотъемлемой частью реальности, в которой мы живем. Вторая мировая война оставила яркий след в истории, не только благодаря сражениям, но и благодаря технологиям, которые изменили ход событий и сформировали современность. Научные разработки того времени, казавшиеся фантастическими, постепенно превратились в реальность и продолжают влиять на нашу жизнь по сей день. Многие из технологий, созданных в условиях войны, нашли свое применение в мирное время, и именно это направление стоит рассмотреть более подробно. Одним из ключевых аспектов, которые мы можем наблюдать, является развитие средств связи и шифрования. В условиях войны важность передачи информации возросла в разы. Шифровальная машина Enigma стала символом борьбы за информацию. Эта технология, использованная Германией, изначально казалась непробиваемой, но вскоре союзники начали находить способы ее декодирования, что стало одним из факторов, повлиявших на исход войны. Сегодня шифрование данных стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Оно защищает информацию в интернете, от банковских данных до личных сообщений, и основывается на тех принципах, которые были разработаны в ходе военных конфликтов. Помимо этого, исследования в области ядерной физики, начатые в 30-х годах, привели к созданию атомного оружия. Ядерные технологии, которые тогда казались далекими и недоступными, стали основой для современных ядерных сил многих стран. После войны вопрос ядерной безопасности стал актуальным для государств всего мира.
Дискуссии о контроле за ядерным оружием и его нераспространении продолжаются и сегодня, поскольку это оружие остается одной из самых серьезных угроз для человечества. Развитие подводных технологий также сыграло важную роль. Субмарины, как уже упоминалось, стали настоящими чудовищами войны, и их секретные разработки не исчезли вместе с окончанием конфликта. Сегодня подводные лодки, обладающие современными технологиями, играют ключевую роль в военно-морских силах стран. Они используются для стратегического патрулирования и защиты морских границ, а также для выполнения секретных операций. Лазерные технологии, которые начали развиваться во время войны, также имеют свое продолжение. Хотя в военных целях они не были широко применены, исследования в этой области привели к созданию лазеров, используемых в медицине, промышленности и даже в военной технике. Современные системы ПВО и противоракетной обороны используют лазерные технологии для обнаружения и уничтожения угроз, что также является продолжением тех ранних военных экспериментов. Не менее важным является развитие броневых технологий. Конструкции танков и другой бронетехники, созданные во время войны, стали основой для современных военных машин. Увеличенная защищенность и огневая мощь танков, таких как «Шерман» и «Тигр», заложила базу для дальнейших исследований в области брони и защиты. Сегодня современные боевые машины обладают активными и пассивными системами защиты, которые не только защищают экипаж, но и значительно увеличивают шансы на выживание на поле боя. Таким образом, технологии Второй мировой войны не только повлияли на ход событий в тот период, но и оставили наследие, которое продолжает развиваться и адаптироваться в наш век. Инновации, которые когда-то создавались для ведения войны, теперь нашли применение в мирной жизни. Они изменили подход к безопасности, связи и военному делу, демонстрируя, как история может формировать будущее. Эти уроки по-прежнему актуальны, и понимание того, как технологии влияют на наше общество, становится важным элементом в поисках решений для будущего.